Друзья, всем привет! В этом видео продолжу разбор одной из распространенных причин возникновения боли в области паха, полости таза, передней внутренней поверхности бедра, колена и даже голени, которая исходит из триггерных точек, расположенных в приводящей группе мышц бедра. Также в этом видео я назову обладателя тренажера DreamMass, который я обещал подарить одному из своих подписчиков в видео про мышцу, поднимающую лопатку. Смотрите видео целиком. С вами я, Сергей Чернов, врач, мастер йоги. Мы знаем, что к медиальной, то есть внутренней группе мышц бедра относятся 5 мышц. Гребенчатая мышца, длинная, короткая и большая приводящая мышца, а также тонкая мышца. Гребенчатую мышцу я уже подробно разобрал в одном из своих видео, сегодня пришел черед остальных 4. Приводящие мышцы располагаются между мышечной группой четырехглавой мышцы бедра, которая находится спереди, и мышцами сгибателей голени, которые локализуются сзади. Спереди располагается длинная приводящая мышца, короткая приводящая находится в промежуточном положении, а большая приводящая мышца, самая крупная из всей медиальной группы, находится позади всех. Гребенчатая мышца лежит выше и несколько впереди от короткой приводящей, а тонкая мышца находится ближе всего к внутренней поверхности бедра, и одна из этой группы мышц пересекает два сустава – тазобедренный и коленный. Основная функция всех мышц медиальной группы бедра заключается в приведении бедра. Помимо этого, длинная, короткая и большая приводящая мышцы участвуют во внутреннем вращении бедра. Тонкая, длинная и короткая приводящая мышцы принимают участие в сгибании бедра в тазобедренном суставе, а большая приводящая мышца в его разгибании. Тонкая мышца также помогает сгибать колено и осуществлять внутреннее вращение голени. Триггерные точки, расположенные в длинной и короткой приводящих мышцах, вызывают боль внутри паховой области и несколько выше, а также по передней внутренней поверхности бедра. Снизу боль из этих триггерных точек отражается на переднюю внутреннюю поверхность коленного сустава, уходя еще ниже на голень, в область над большеберцовой костью. Боль усиливается при нагрузке и при резких поворотах в тазобедренном суставе. Триггерные точки большой приводящей мышцы чаще всего располагаются в двух областях. Первая триггерная точка ТТ1, находящаяся в средней части мышцы, встречается наиболее часто и отражает боль вверх в паховую область и вниз по передней внутренней поверхности бедра. Более высоко расположенные триггерные точки ТТ2 вызывают обширную боль в полости таза, иногда распространяющуюся на лобковую кость, влагалище, прямую кишку и мочевой пузырь. Боль внутри таза может носить как постоянный характер, так и проявляться как стреляющая боль, возникающая время от времени. Триггерные точки, находящиеся в тонкой мышце, вызывают резкую жгучую боль, разливающуюся вверх и вниз по внутренней поверхности бедра. Боль сохраняется и во время нагрузки на мышцу, и в покое. При ходьбе возможно некоторое облегчение боли. Хроническая перегрузка приводящих мышц бедра может приводить к воспалению лобкового симфиза, разрыву прикрепления приводящих мышц, отслоению надкостницы и даже к перелому лобковой кости. Такие состояния могут возникать, например, у профессиональных бегунов, танцоров, легкоатлетов или у военных, выполняющих изнуряющий марш широким шагом. Активация триггерных точек может произойти также при быстрой верховой езде, катании на лыжах, коньках, длительных поездках на велосипеде или при поскальзывании на льду, когда ноги разъезжаются и для удержания равновесия приходится оказывать сопротивление этому движению. Неловкая попытка освоить шпагаты или косой удар по мячу во время игры в футбол могут также вызывать резкую боль. Вынужденное положение, особенно у женщин во время полового акта, а также в процессе родов, может приводить как к повреждению мышц, так и к активации уже существующих триггерных точек. Следует отметить, что в ряде случаев триггерные точки приводящих мышц бедра вносят значительный вклад в общую картину боли, которая наблюдается при постановке диагноза артрит и артроз тазобедренного сустава. У ряда пациентов, которым поставили такой диагноз, наблюдается значительное уменьшение болевой симптоматики при выполнении упражнений, направленных на механическое воздействие на триггерные точки медиальной группы мышц бедра с последующим выполнением упражнений на растягивание. Существует два простых теста, которые помогут обнаружить укорочение приводящих мышц бедра. В первом случае, во время исследования, пациент лежит на спине,
Одна нога согнута в колене, пятка максимально приближена к тазу. Врач, стабилизировав таз одной рукой, второй рукой осуществляет отведение бедра согнутой ноги. При ограничении движения стопа согнутой ноги будет находиться ближе к колену прямой ноги, а колено согнутой ноги будет значительно возвышаться над поверхностью кушетки или пола, чем в норме. Второй способ исследования выполняется также в положении лежа на спине. В первую фазу исследуемая нога, выпрямленная в колене, отводится в сторону и частично сгибается в тазобедренном суставе. Это движение позволяет оценить состояние задней части большой приводящей мышцы. Во вторую фазу теста нога очень медленно и без рывков опускается вниз, что позволяет обнаружить ограничение растягивания гребенчатой, длинной и короткой приводящих мышц. В домашних условиях оказать лечебное воздействие на приводящие мышцы бедра можно при помощи их прокатки на большом массажном ролле с последующим вытяжением. Для этого возьмите ролл и ляжьте на живот, согнув и отведя одну ногу в тазобедренном суставе. Расположите ролл перпендикулярно бедру и осуществляйте медленное, интенсивное воздействие на мышцы и фасции этой области в течение нескольких минут. Для более локального и глубокого воздействия на область триггерных точек можно также использовать большой массажный мяч. После выполнения этого же упражнения на вторую ногу следует приступить к вытяжению приводящих мышц бедра. Для этой цели я рекомендую понять и использовать принцип, заложенный в следующих упражнениях. Примите позу бабочки, в положении сидя согните ноги в коленях и соедините стопы вместе. Захватите их руками и приведите ближе к тазу. Толкните поясницу вперед, обозначив поясничный лордоз, и удерживайте это положение спины, не округляя ее. За счет отводящей группы мышц бедра постарайтесь опустить колени вниз настолько, насколько это возможно. Удерживайте конечное положение от 1 до 3 минут, сочетая его с глубоким и спокойным дыханием. С каждым 4-м выдохом старайтесь опустить колени еще ниже. После выполнения упражнения медленно соедините бедра и посидите в этом положении несколько секунд. Затем возьмите ремень, сделайте петлю и ляжьте на спину. Согните ногу в колени и накиньте петлю на стопу, а затем выпрямите ногу. Не отрывайте голову от пола. Не поднимая противоположную половину таза от пола, тяните ногу к себе и в сторону. Сохраняйте глубокое дыхание и точно так же с каждым 4-м плавным выдохом старайтесь увести ногу еще дальше. Фиксация 1-3 минуты. Затем медленно верните ногу в центр и опустите ее на пол. Поменяйте ногу и повторите упражнение в другую сторону. Еще одним похожим, эффективным и доступным упражнением является следующее. Сядьте боком возле стены и ляжьте на спину. Повернувшись в сторону, стараясь, чтобы таз был максимально приближен к стене, выпрямите ноги и начинайте их мягко отводить в стороны. Можете слегка помогать себе руками, оказывая дополнительную нагрузку на ноги. Принцип дыхания и фиксация в этом упражнении идентичен предыдущим. Затем медленно сведите ноги и возвращайтесь в исходное положение. Показанные упражнения на вытяжение мышц и фасций, конечно, можно выполнять изолированно, но наилучший результат они принесут, если выполнять комплексную проработку всего тела, уделяя больший объем внимания проблемным участкам. Если вас мучают описанные в этом видео боли, то помимо продемонстрированных упражнений также следует уделить внимание положению во время сна. Чтобы не допустить стойкого укорочения приводящих мышц во время сна на боку, поместите подушку между ног. Ноги также не должны быть сильно согнуты в тазобедренных суставах. Когда вы находитесь в положении сидя, то не стоит скрещивать ноги или класть ногу на ногу. При сидении в кресле за рабочим столом или в машине, как и во время сна, избегайте положения с резким сгибанием бедер. Друзья, видео про мышцу, поднимающую лопатку, вы написали столько комментариев, что мне пришлось потратить около часа на их прочтение и выбор обладателя тренажера DreamMask. Читая ваши истории, понимаешь, насколько много боли в вашей жизни, и хочется всем вам подарить по тренажеру, но для подарка в этом видео есть всего один. И мне хочется отправить его Татьяне из Калининграда, матери 4 детей. Пусть это полезное приспособление добавит здоровья всей вашей семье. Напишите, пожалуйста, адрес своей электронной почты под этим видео, я на него отвечу. Спасибо вам за просмотр видео, будьте здоровы, отличного самочувствия. Посмотрите видео про гребенчатую мышцу, если вы еще не смотрели. Она дополняет информацию, изложенную в этом ролике. До встречи!